На переговоры согласны, но режим прекращения огня завершен, сообщил Дональд Трамп. Страны Персидского залива прилагают все усилия, чтобы не допустить полного разрыва договоренностей между Ираном и США. На заседании Совбеза ООН страны призвали продолжить переговоры. Иран обвинил США в срыве всех договоренностей. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Калининграде встретился с главой Росатома Алексеем Лихачевым. Линдси Грэм в Киеве. Белый дом одобрил санкционный законопроект, который вскоре могут ввести в действие для большего давления на Россию. В Испании сильнейший лесной пожар уже унес жизни 12 человек. Еще более 20 считаются пропавшими без вести. А Восточная Азия готовится к тайфуну Баби. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон согласился продолжить переговоры с Ираном по просьбе Тегерана. При этом, по его словам, американская сторона считает, что режим прекращения огня между двумя странами больше не действует. Исламская республика Иран попросила нас продолжить переговоры. Мы согласились на это, однако Соединенные Штаты недвусмысленно дали понять, что режим прекращения огня завершен. Благодарю за внимание к этому вопросу. Президент Дональд Трамп. В то же время, по сообщениям СМИ, в иранской провинции Лористан произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем и нефтехимическом комплексе в Палдахтаре. Причины возгорания официально не названы. Незадолго до этого иранские власти предупреждали, что в случае новых ударов по инфраструктуре страны ответом могут стать атаки на энергетические объекты Израиля и государств Персидского залива. Несмотря на жесткую риторику, дипломатические контакты не прекращаются. По данным Axios, Катар, Пакистан, Турция, Египет и Саудовская Аравия продолжают посреднические усилия, пытаясь не допустить окончательного срыва договоренностей между Вашингтоном и Тегераном. Источники издания утверждают, что посредники рассчитывают вернуть стороны к техническим переговорам по ядерному соглашению и добиться новой деэскалации. В администрации США также заявляют, что остаются заинтересованными в дипломатическом урегулировании. Однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий Ирана. Телеканал CNN получил доступ к новым спутниковым снимкам, которые, по данным редакции, могут свидетельствовать о восстановительных работах на ряде иранских ядерных и ракетных объектов после ударов США и Израиля. Журналисты совместно с Институтом науки и международной безопасности проанализировали изображения, сделанные в июне и июле. На них, как утверждается, видны защитные конструкции над местами попаданий, строительная техника и бетономешалки на объекте в Парчине. Теперь на новых спутниковых снимках июня и июля, которые CNN проанализировал совместно с Институтом науки и международной безопасности, видно, что Иран, по всей видимости, начал работы по ремонту и восстановлению объекта. Можно увидеть временные защитные покрытия, которыми закрыли места попаданий. Затем, спустя несколько недель, пока меморандум все еще действовал, эти покрытия были сняты и заменены защитной сеткой. Рядом также заметны бетономешалки. По словам экспертов, их появление может свидетельствовать о намерении Ирана заделать повреждения бетоном. На протяжении нескольких недель у нас были лишь отдельные сведения о происходящем внутри Ирана. По оценке экспертов, опрошенных CNN, подобная активность может противоречить условиям меморандума, подписанного Тегераном и Вашингтоном в конце июня, который предусматривал сохранение статус-кво в отношении иранской ядерной программы. Также спутниковые снимки фиксируют работы на отдельных ракетных базах и авиабазах. При этом на других ключевых ядерных объектах, включая Фордо, Натанс и Исфахан, заметных изменений пока не обнаружено. В пятницу, 10 июля, Совет Безопасности ООН провел заседание, посвященное иранской ядерной программе и санкциям. На фоне обострения ситуации в Персидском заливе ряд стран призвал сохранить дипломатический диалог с Тегераном. Поводом для обсуждения стал подписанный в прошлом месяце меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Некоторые члены Совбеза назвали его основой для деэскалации и продолжения переговоров. Франция выступила за международную миссию по защите морских перевозок. Иран должен гарантировать безусловное открытие Ормузского пролива. Он должен оставаться открытым и свободным для судоходства в соответствии с международным морским правом. Недавние атаки на коммерческие суда в территориальных водах Омана неприемлемы. Франция совместно с Великобританией, а также другими региональными и международными партнерами выступила с инициативой создания независимой, нейтральной и исключительно оборонительной многонациональной миссии, которая готова содействовать восстановлению безопасного судоходства на этом международном водном пути, в том числе посредством операций по разминированию. Участие третьей стороны имеет ключевое значение для скорейшего восстановления свободы судоходства, содействия эвакуации моряков и судов, а также для долгосрочного восстановления доверия в морской отрасли. Великобритания осудила недавние атаки на коммерческие суда и призвала не допустить срыва дипломатического процесса между Вашингтоном и Тегераном.
Мы собрались в важный момент после подписания в прошлом месяце меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Великобритания осуждает недавние иранские атаки в регионе и на коммерческое судоходство. Мы продолжаем выражать солидарность с нашими партнерами в странах Персидского залива и региона. Нынешняя хрупкая ситуация подчеркивает настоятельную необходимость сохранить дипломатический процесс. Вместе с нашими партнерами мы призываем к деэскалации и возвращению к дипломатии и приветствуем сообщение о том, что обе стороны возобновляют переговоры. Россия, в свою очередь, заявила, что переговоры с Ираном неоднократно прерывались военными действиями и раскритиковала обвинения в адрес Тегерана. Каждый раз европейские и американские коллеги требуют от Тегерана вовлечения в серьезные переговоры. И это при том, что Иран был дважды атакован в самый разгар таких дипломатических усилий. И даже несмотря на это, продолжил контакты с США. Более того, мы регулярно слышим на заседаниях Совета Безопасности абсурдные обвинения в адрес Ирана в том, что на его территории уже год не осуществляется проверочная деятельность МАГАТЭ. Однако озвучивающие их делегации даже не могут сказать, что именно произошло в июне 2025 года, что сделало работу инспекторов агентства невозможной. Первая серия ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам. Китай поддержал сохранение режима прекращения огня и призвал стороны выполнять достигнутые договоренности и продолжить политическое урегулирование. Крайне важно сохранить прекращение боевых действий. В соответствии с меморандумом США и Иран обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, навсегда прекратить военные действия на всех направлениях и выработать дорожную карту переговоров и снятия санкций. Китай приветствует эти обязательства и высоко оценивает усилия Пакистана и других стран региона. В этой связи Китай призывает заинтересованные стороны не отвлекаться на посторонние факторы, отказаться от применения силы или угрозы ее применения, обеспечить выполнение положений меморандума, найти решение, учитывающее интересы всех сторон, как можно скорее снять санкции с Ирана и добиваться реального прогресса в процессе политического урегулирования. Соединенные Штаты обвинили Иран в нарушении меморандума и заявили, что Тегеран продолжает атаки на гражданские суда и объекты инфраструктуры. На протяжении последней недели Иран предпринимал действия, которые противоречат как сути, так и духу договоренностей, достигнутых между нашими странами. Мы стали свидетелями того, как Иран применял крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, вооружения, использование которых ограничено резолюциями Совета Безопасности ООН против коммерческих судов, законно проходивших через воды Омана, а также против объектов инфраструктуры в Бахрейне, Иордании, Кувейте и Катаре. У руководства Ирана есть историческая возможность изменить свою страну ради собственного народа. Решение остается за ними. Мы не можем вести переговоры, пока Иран отказывается выполнять даже самые базовые обязательства, такие простые, как не наносить удары по гражданским объектам. Но хочу подчеркнуть, Соединенные Штаты готовы привлечь Иран к ответственности за действия, которые подрывают международный мир и безопасность. Если вы наносите удары по гражданским объектам или судам, мы ответим. Представитель Бахрейна заявил, что действия Ирана угрожают безопасности стран Персидского залива и мировой торговли. Господин председатель, с 28 февраля наш регион переживает одну из самых опасных волн эскалации в своей современной истории. Причиной стали жестокие и ничем не оправданные атаки Ирана на государство Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Хашемитское королевство Иордания с использованием баллистических ракет и беспилотников. Под ударами оказались гражданские объекты, энергетическая инфраструктура и другие жизненно важные объекты. Кроме того, Иран закрыл Ормузский пролив для международного судоходства, создав беспрецедентную ситуацию для мировой экономики, международной торговли, а также поставок энергоресурсов и продовольствия. Эти атаки привели к значительным человеческим жертвам и материальному ущербу и серьезно затронули мирное население и жителей региона. После заседания Совета Безопасности к журналистам вышел постоянный представитель Ирана при ООН. Амир Саид Иравани обвинил США в нарушении международного права и заявил, что Тегеран готов соблюдать договоренности только при условии выполнения обязательств Вашингтоном. Страны Е3, по всей видимости, поддержали эти действия и поэтому не обладают никакой достоверностью, когда выдвигают обвинения против Ирана. Иран с 1970 года остается ответственным государством, участником договора о нераспространении ядерного оружия. Иран последовательно отвергает оружие массового уничтожения. Его ядерная программа никогда не использовалась в военных целях и всегда оставалась исключительно мирной, находясь под самым масштабным режимом проверок МАГАТЭ.
Однако вместо того, чтобы осудить и привлечь к ответственности Соединенные Штаты и израильский режим за незаконные атаки на иранские ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ, некоторые члены Совета Безопасности, прежде всего Франция, попытались переложить ответственность на жертву. Я также отвергаю необоснованные обвинения, прозвучавшие сегодня со стороны представителей Франции, Великобритании и Бахрейна в отношении ситуации в регионе. Вместо того, чтобы осудить незаконную агрессию против Ирана, они предпочли молчание. Вместо того, чтобы защитить устав ООН, они переложили ответственность на жертву. Эти двойные стандарты лишили их какого-либо морального и юридического права поучать других. Неспособность Совета Безопасности выполнить свои обязанности лишь укрепила атмосферу безнаказанности и способствовала дальнейшим нарушениям международного права. Соединенные Штаты и израильский режим несут полную ответственность за последствия этого незаконного акта и должны быть в полной мере привлечены к ответственности. В ООН, в свою очередь, призвали продолжать дипломатические усилия. Представитель Генсека Стефан Дюжарик заявил, что стороны по имеющимся данным сохраняют контакты. Мы видели, как президент Дональд Трамп заявил, что Иран попросил продолжить переговоры, и США согласились, но при этом он также сказал, что режим прекращения огня завершен. Какова реакция генерального секретаря? Как я уже говорил вчера, самое важное сейчас, чтобы дипломатия продолжалась. За последние 24 часа мы наблюдали некоторое затишье в боевых действиях. Мы видим сообщения о том, что переговоры продолжаются, и надеемся, что это действительно так. В Калининграде прошли переговоры генерального директора Росатома Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Одной из главных тем стала ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем России. Российская сторона заявила якобы об усилении атак на территорию станции и Энергодара и призвала МАГАТЭ уделить этому больше внимания. К сожалению, к великому, кроме явной эскалации ударов вокруг инфраструктуры, собственно, Запорожской атомной электростанции, просто вне рамок здравого смысла находится уровень атак по городу Энергодару. Это тоже совершенно беспрецедентный случай ударов по Атомграду, причем без исключения по всей социальной инфраструктуре. Еще одной темой переговоров стала иранская атомная электростанция «Бушер», строительство новых энергоблоков, которые ведет Росатом. Лихачев сообщил, что весной из-за обострения ситуации в регионе с объекта вывели более 600 специалистов. В июле компания планировала начать их возвращение. То есть фактически мы де юре начали восстановление численности, но сами же его остановили после серии ударов за последние часы. По нашей информации, удары по провинции Бушер наносились, но прилетов на территорию станции не было. Это не подтверждается нашими коллегами, которые там остаются. Поэтому сегодня до конца дня, завтра мы будем анализировать ситуацию и примем решение о том, будем ли мы в ближайшие часы увеличивать численность на станции в соответствии с нашими планами. Или будем планы корректировать. Сенатор-республиканец США Линдси Грэм вновь приехал в Киев. Во время визита он сообщил, что Белый дом согласовал законопроект о новых санкциях против России. По его словам, после возвращения в Вашингтон документ попытаются как можно быстрее вынести на голосование. Рад сообщить, что примерно 30 минут назад мы достигли соглашения с Белым домом по версии законопроекта о санкциях против России, которую администрация готова поддержать. Это означает, что документ станет законом. Когда я вернусь в Вашингтон вместе с сенатором Блюменталем, мы обратимся к лидерам республиканской и демократической партий, чтобы найти возможность как можно скорее вынести этот пакет санкций на рассмотрение. Он даст президенту Трампу дополнительные инструменты, которые помогут положить конец этой войне. Путь к завершению этой войны, путь к миру проходит скорее через Пекин, чем через Вашингтон, Киев или Москву. У Китая непропорционально большое влияние. Я хотел бы, чтобы он использовал это влияние во благо всего мира. Я не думаю, что Владимир Путин уже готов к этому, но, на мой взгляд, для этого потребуется не так уж много. И чем раньше мы сможем начать диалог о мире, тем быстрее закончится эта война. Никогда прежде я не был настолько оптимистично настроен, как сегодня, что у нас есть формула, которая позволит закончить эту войну. Нужно помочь Украине стать сильнее в военном отношении. Нужно дать понять тем, кто поддерживает Россию, что за продолжение этой поддержки придется заплатить цену. И при этом необходимо найти путь к урегулированию. Не для того, чтобы унизить Владимира Путина, а чтобы положить конец этой войне и дать Украине возможность выстоять и успешно развиваться. Сейчас у нас появился уникальный шанс. Если в ближайшие месяцы мы все сделаем правильно, усилим военные возможности Украины и убедим другие страны помогать нам оказывать давление на Путина, а не поддерживать его, мы сможем закончить эту войну.
В Киеве Линдси Грэм также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили усиление санкционного давления на Россию, поставки систем ПВО и реализацию договоренностей о производстве комплексов Patriot в Украине. О встрече Зеленский сообщил в своих социальных сетях. Хорошая встреча с сенатором США Линдси Грэмом в Киеве. Это уже его 10-й визит в нашу страну, и мы ценим эту поддержку. Благодарен Линдси за то, что он отметил наших воинов. Чем сильнее Украина на поле боя, тем больше шансов, что дипломатия в итоге сможет сработать. Именно сейчас важно усилить санкционное давление на Россию, в том числе за счет новых ограничительных мер со стороны партнеров. Линдси рассказал о работе в Конгрессе над соответствующим законопроектом. Мы также обсудили срочные потребности в системах противовоздушной обороны для защиты наших людей. Во время саммита НАТО в Анкаре мы с президентом США достигли политических договоренностей о лицензиях на производство систем Patriot в Украине. Теперь крайне важно реализовать эти договоренности на уровне профильных команд. Благодарю Соединенные Штаты президента и Конгресс за двухпалатную и последовательную двухпартийную поддержку. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 10 июля, заявил о создании отдельного командования дальних операций, которое будет сосредоточено на нанесении глубоких ударов по территории России. Кроме того, он объявил о формировании новых объединенных сил быстрого реагирования, в состав которых войдут штурмовые подразделения, силы беспилотных систем, артиллерия и другие компоненты. Сегодня наши силы обороны достигли новых результатов в дальнобойных операциях против России. Топливный кризис в России усиливается, и это вполне закономерный ответ на отказ Путина прекратить эту войну. Мы предложили инициативы, которые приближают мир, и они получают поддержку не только среди наших международных партнеров, но и внутри ближайшего окружения Путина. Они понимают, что происходит, и что альтернативы миру нет. Это понимание в России будет только усиливаться. Сегодня я подписал указ о создании нового командования в составе вооруженных сил, командования дальних операций, которое фактически будет отвечать за стратегическое воздействие на Россию в ответ на эту войну. Это командование сосредоточит все имеющиеся ресурсы, чтобы и дальше снижать способность России вести войну. Командующим этим направлением станет сильный и очень опытный руководитель. По данным расследования The Insider, Россия и Китай могли значительно расширить военно-техническое сотрудничество. Издание утверждает, что получило доступ к внутренним документам, которые были изучены совместно с немецким журналом Der Spiegel и французской газетой Le Monde. Как говорится в публикации, документы относятся к закрытым переговорам и российско-китайскому форуму по военно-техническому сотрудничеству, который прошел в Китае в конце 2023 года. В них речь идет о совместной работе сразу по нескольким направлениям: противовоздушной и противоракетной обороне, беспилотным технологиям, бронетехнике, авиации и средствам радиоэлектронной борьбы. Отдельный раздел, как утверждают авторы расследования, посвящен спутниковой системе Starlink, которую используют украинские военные. По данным The Insider, китайская сторона рассматривала различные способы противодействия этой системе. От политических и юридических инициатив до разработки технологий, способных нарушить работу спутниковой связи. Кроме того, в расследовании говорится о возможном обмене военными технологиями. По версии журналистов, Китай был готов предоставить России свои перспективные разработки, включая системы искусственного интеллекта, средства ПВО и беспилотные комплексы. В свою очередь, российская сторона могла испытывать эти технологии в условиях боевых действий в Украине и передавать китайским партнерам полученные результаты. Официальных комментариев Москвы и Пекина по поводу публикации пока не поступало. Независимого подтверждения подлинности всех опубликованных документов на данный момент также нет. В польском городе Едвабне прошла памятная церемония в честь евреев, погибших здесь во время Второй мировой войны. Согласно выводам расследования, опубликованного в 2003 году Польским институтом национальной памяти, 10 июля 1941 года были убиты по меньшей мере 340 евреев. Большинство жертв были заживо сожжены в амбаре. Расследование пришло к выводу, что погром был совершен местными поляками при участии и подстрекательстве нацистских оккупационных властей. Эти события до сих пор остаются болезненной страницей истории как для еврейской общины, так и для многих поляков, а обстоятельства трагедии продолжают вызывать общественные споры. Мы собрались здесь, чтобы помолиться за сотни польских граждан еврейского вероисповедания, которые были убиты именно здесь 85 лет назад. Мы пришли не обсуждать историю, мы пришли молиться, скорбеть, собраться вместе. И, как вы видите, очень многие люди пришли помолиться вместе с нами. У людей есть естественная потребность помнить тех, кто был убит. Это важно и ради прошлого, и для того, чтобы строить лучшее будущее. Почему некоторые люди выступают против молитвы? Об этом нужно спрашивать их. Я подумал, что, возможно, они радикальные атеисты и не верят в Бога,
но это единственное объяснение, которое я могу найти. Ведь все, что мы сегодня здесь делаем, это вспоминаем тех людей. Часть польского общества считает, что единственную ответственность за погром несут немецкие нацистские оккупанты. По мнению участников протестов, утверждения о причастности поляков несправедливо представляют польский народ как антисемитский и умаляют его собственные страдания в годы немецкой оккупации. Во время памятной церемонии рядом с мемориалом прошла акция протеста, участники которой требовали провести эксгумацию останков погибших. В этом и заключается цель – распространять ложь и возлагать вину на польский народ, утверждая, что именно поляки устроили этот погром. Правда скрыта в земле. Мы, поляки, требуем провести эксгумацию. Евреи этого не позволяют. Почему они сюда приходят? Они приходят, чтобы выразить протест против обвинений в том, что поляки совершили преступления, которые на самом деле совершили немцы. До начала Второй мировой войны в Польше проживала крупнейшая в Европе еврейская община – около 2,5 миллиона человек. Большинство польских евреев погибли во время Холокоста, организованного нацистской Германией. Те, кому удалось выжить, после войны сталкивались с периодическими преследованиями со стороны коммунистических властей, установленных в Польше после 1945 года. Попытки Польши переосмыслить и сохранить еврейское наследие на протяжении многих лет оставались осторожными и неоднозначными. На юге Испании продолжается борьба с одним из самых смертоносных лесных пожаров в истории страны. В провинции Альмерия погибли не менее 12 человек, еще 23 числятся пропавшими без вести. По данным властей Андалусии, большинство погибших – иностранные граждане. Предварительно среди них жители Великобритании и Бельгии. Один из погибших – испанец. Личности многих жертв еще предстоит установить с помощью ДНК-экспертизы. Как сообщили спасательные службы, часть людей проигнорировала рекомендации оставаться в безопасных местах и попыталась покинуть район на автомобилях. 4 человека погибли в машине, предположительно с британскими номерами. Еще несколько человек оставили автомобили и пытались спастись пешком, но оказались на пути огня. По предварительной версии, пожар мог начаться после падения линии электропередачи на сухую растительность. Из-за сильного ветра пламя распространилось с большой скоростью, охватив более 3000 гектаров. Из опасных районов эвакуировали жителей нескольких населенных пунктов и отдыхающих из кемпингов. В тушении задействованы пожарные расчеты, военные, вертолеты и самолеты-амфибии, которые продолжают сбрасывать воду на очаги возгорания. Власти называют произошедшее большой трагедией и предупреждают, что ожидаемое усиление ветра может осложнить борьбу с огнем. Тайфун Бави усиливается по мере продвижения к Восточной Азии. Наиболее сложная ситуация ожидается на Тайване, южных островах Японии и восточном побережье Китая. По прогнозам синоптиков, тайфун пройдет севернее Тайваня, а затем выйдет к китайской провинции Фудзянь. На острове Исигаки идут проливные дожди и усиливается ветер. Власти призвали жителей и туристов соблюдать максимальную осторожность, следить за официальными предупреждениями и при необходимости заранее эвакуироваться. Отменены паромные рейсы, закрыт аэропорт, на побережье зафиксирован водяной смерч. На Тайване готовятся к сильным ливням, наводнениям и оползням. В столице разводят мешки с песком, устанавливают защитные барьеры у зданий. Изменен график работы метро. Финансовые рынки закрылись, а в северных и восточных районах отменили работу учреждений. Власти уже эвакуировали более 2000 человек. Почти 29 тысяч военнослужащих приведены в готовность для ликвидации возможных последствий стихии. На северном побережье острова штормовые волны уже обрушиваются на берег. Местные жители говорят, что заранее подготовились к непогоде, поскольку тайфуны для Тайваня привычное явление. В Восточном Китае также готовятся к удару стихии. Владельцы магазинов укрепляют окна, устанавливают деревянные подпорки и складывают мешки с песком. Рабочие усиливают конструкции мостов, коммунальные службы обрезают деревья, а суда остаются пришвартованными в порту. Ожидается, что тайфун достигнет побережья Китая поздно в субботу или в ночь на воскресенье.